Марина была преданной матерью, которая очень дорожила своим сыном и была готова сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечить ему успех и счастье. К сожалению, однажды он внезапно умер, и на его похоронах мать со злостью открыла гроб сына. То, что произошло дальше, заставило всех закричать. Марина растила своего сына Андрея в маленьком городке. У них не было больших богатств, но они были счастливы и довольны. Женщина много работала, чтобы дать сыну хорошее образование и обеспечить его всем необходимым. Она обязательно проводила с ним время и учила его важности семьи, трудолюбию и доброте. Когда Марина была моложе, она влюбилась в Захара, красивого молодого человека. До него она никем не интересовалась и ни с кем не встречалась. Ей было трудно доверять людям, но Захар помог ей легко открыть свое сердце. У них закрутился роман, и через несколько месяцев отношений Марина забеременела. Она рассказала об этом Захару, ожидая, что он поддержит ее, но его реакция шокировала ее. Он пригрозил ей сделать выбор между ним и тем, что она носит в своем животе. В ответ Марина напомнила ему обо всех обещаниях, которые он ей давал, но она даже не успела закончить фразу, как Захар прервал ее и сунул ей в руки деньги. «Избавься от этого ребенка, я не готов стать отцом», — сказал мужчина и вышел за дверь, оставив ее одну справляться со стыдом, связанным с внебрачной беременностью. Несколько друзей пожалели Марину, а другие смеялись за ее спиной и считали, что ее жизнь разрушена. Ведь ей было всего 20 лет, и у нее не было ни родителей, ни родственников. Как же она будет растить ребенка одна? Во время беременности Марина размышляла, правильный ли выбор она сделала, оставив ребенка. Возможно, было бы гораздо проще поступить так, как хотел Захар, размышляла она. Но, как бы ни казалось это легким выходом, Марина так и не нашла в себе сил поступить именно так. Готовая сделать все, чтобы стать матерью, девушка бралась за разную работу и начинала откладывать деньги на будущее. Работая в круглосуточном магазине, Марина познакомилась с Леной, состоятельной женщиной, которая владела некоммерческой организацией, оказывающей помощь молодым матерям. Под руководством и при поддержке Лены Марина смогла обрести финансовую стабильность. В положенный срок она родила красивого мальчика, которого назвала Андрей. Когда она впервые взяла мальчика на руки, по ее лицу потекли слезы радости. «Мой дорогой сын, я обещаю никогда не покидать тебя. Я всегда буду рядом, чтобы направлять и защищать тебя», — сказала Марина и поцеловала его в лоб. В течение многих лет она выполняла обещание, данное сыну. Они были вместе каждый день и проводили вдали друг от друга лишь несколько часов, когда Андрей был в школе или Марина работала. В подростковом возрасте Андрей активно занимался спортом и был капитаном своей футбольной команды. В учебе он также преуспевал, часто получая одни пятерки. Кроме того, он был довольно красив, поэтому девушки часто бросались на него. Благодаря советам матери он знал, как держать их на расстоянии и избегать неприятностей. После окончания школы Андрей получил стипендию на обучение в колледже вдали от маленького городка, в котором он вырос вместе с матерью. Прощаясь с сыном, Марина испытывала горько-сладкое чувство. Хотя ей было грустно от того, что ее сын будет так далеко, она понимала, что для него это невероятная возможность осуществить свою мечту. В колледже Андрей специализировался на информатике и окончил его с отличием. Вскоре после этого его приняли на работу в известную компанию по разработке программного обеспечения, где он познакомился с Наташей, представителем службы поддержки клиентов. Они подружились и со временем прониклись романтическими чувствами друг к другу.
Наташа, как и Андрей, была амбициозной личностью, которая хотела получить от жизни большее. Хотя она не была такой продвинутой в своей области, как Андрей, у нее были способности к развитию бизнеса и маркетингу. Поэтому она предложила им открыть собственное дело, и Андрей согласился. Они провели исследование рынка, которое показало потенциальную прибыль в приложениях для ставок, и решили заняться этим. Они запустили свой продукт, и он оказался чрезвычайно успешным, превзойдя все их ожидания. Они смогли нанять дополнительный персонал, купить здание и развить бизнес в геометрической прогрессии. За успех букмекерской конторы Андрею пришлось заплатить. Он был слишком занят, чтобы часто навещать мать, и постоянно выматывался, чувствовал себя изможденным. Андрею очень хотелось, чтобы мать была рядом, и он спросил ее, не могла бы она переехать в город и жить с ним. Однако Марина отказалась от его предложения, сказав, что предпочитает остаться в маленьком городке, поскольку только там она может чувствовать себя как дома. И хотя Андрей с пониманием отнесся к такому решению, это не облегчило ни тоски по маме, ни боли от разлуки. Однажды Андрей решил сделать маме сюрприз, проделав 6-часовой путь, чтобы увидеться с ней. Его приезд был огромной радостью для Марины, ведь они провели время вместе, вспоминая, как жили с тех пор, как виделись в последний раз. Однако, когда Андрей рассказал, что хочет сделать Наташе предложение, выражение лица Марины сразу же изменилось. Это не осталось незамеченным ее сыном. Когда он спросил, в чем дело, мать ответила: «Судя по тому, что ты рассказал мне об этой девушке, я не думаю, что она тебе подходит. Она больше заботится о твоих деньгах и компании, чем о тебе. Тебе нужно бежать от нее. Она опасна». Впервые в жизни Андрей спорил с матерью и защищал Наташу. Он утверждал, что она неплохой человек, и что когда Марина узнает ее получше, она изменит свое мнение о ней. Марина была категорически не согласна, но Андрей, ослепленный любовью, не смог понять слов матери и в гневе ушел. Месяц спустя он женился на Наташе. Он знал, что мать этого не одобрит, поэтому не пригласил ее на свадьбу. Андрей отмахнулся от ее предупреждений, как от проявления чрезмерной заботы. Если бы только он послушал свою мать. Спустя несколько месяцев Марина была совершенно ошеломлена, услышав новость о том, что Андрей скончался, и Наташа уже назначила дату похорон. Марина узнала, что, вернувшись из короткой командировки, Андрей очень устал, заснул и больше не проснулся. Сердце матери заныло от горя. Часы, предшествовавшие похоронам сына, пролетели как в тумане. Она поспешно оделась и помчалась в город, где проходили похороны. Она отчаянно искала ответы на вопросы, почему ее сын внезапно умер и почему похороны были организованы в ее отсутствие. К счастью, Марина приехала как раз в тот момент, когда Андрея собирались опускать в могилу. Когда она спросила, можно ли ей в последний раз увидеть сына, Наташа отказалась и приказала гробовщикам не открывать гроб. В отчаянии и ярости Марина пробилась сквозь людей, пытавшихся ее остановить. Затем она пробралась к гробу и поспешно открыла крышку. То, что произошло дальше, заставило всех закричать. Марина заметила, что грудь ее сына поднимается и опускается с каждым вздохом. Убедившись, что ее сын жив, Марина подняла тревогу. «Мой сын жив! Он не умер!» — закричала она. Затем она указала пальцем на Наташу. «Я знаю, что ты в этом виновата. Что ты сделала с моим сыном?» — прокричала Марина. Люди были ошеломлены неожиданным зрелищем, представшим перед ними. Подбежав к гробу, они обнаружили, что Андрей действительно жив. Немедленно была вызвана машина скорой помощи, чтобы отвезти его в больницу для дальнейшего обследования. Один из друзей Андрея, оказавшийся офицером полиции, присутствовал при этом и немедленно взял Наташу под стражу. Отчаявшись добиться смягчения приговора, женщина призналась, что дала Андрею передозировку снотворного, чтобы успеть похоронить его до того, как действие препарата закончится.
Когда Андрей очнулся и узнал обо всем, что произошло, он пожалел, что не послушал мать. Однако он был рад, что мама спасла его, дав второй шанс на жизнь. Как выяснилось, Наташа пыталась избавиться от Андрея, чтобы получить полный контроль над его имуществом и компанией. В наказание за свое преступление суд обязал ее отказаться от всех прав на компанию и приговорил к тюремному заключению. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Андрея? Вы бы изначально поверили своей маме? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.